Всем привет, дорогие мои рукодельницы! Рада видеть вас у себя на своем канале. Сегодня предлагаю вам сделать вот такие прекрасные белоснежные бантики для торжественных школьных линеек. Для изготовления нам понадобится лента шириной 5 сантиметров, а также паяльник, зажигалка и вот такие небольшие полубусины. Пройдите со мной на мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, если вам понравились мои работы, оставляйте комментарии, буду рада творческому общению, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, начнем наш видеоурок. Сегодня мы сделаем пару бантиков на 1 сентября из атласной ленты шириной 5 сантиметров. А для работы нам понадобится, кроме самой ленты, это заколка, уточка, линейка металлическая, термоклей, ножницы, пинцет, зажигалки. Для украшения бантика я взяла кружевные элементы, которые вырезала из вот такой вот тесьмы. Также полубусины, также для украшения бантика. Мне понадобится паяльник. Я взяла поверхность, которая не боится высоких температур. Да? Подставка под горячую в данном случае. Также делать отметки на ленте мне поможет исчезающий маркер. Первое, что нужно сделать, это заготовить лепесточки. Вот таким вот образом я нарезала ленту. И чтобы это сделать, я ее разверну и при помощи линейки сделаю на ней несколько отметок. Тем временем разогревается мой паяльник. Также можно пользоваться выжигателем по дереву. Отмечаю сверху и снизу по 4 сантиметра. Таким вот образом. Далее я беру ту же самую линеечку и делаю косой срез паяльником по диагонали, аккуратненько, чтобы не обжечь пальчики. Я провожу по линейке вот такой вот линии. И следующую метку, да, соединяю верх с низом по диагонали, используя свои отметки. Чтобы бантик был пышным, около 40 таких заготовочек нам нужно нарезать. Я делаю все поэтапно. Сначала нарезаю ленту, затем дальше работаю с лепестками. Вот такие вот детали у меня получились. Когда мы нарезали, мы можем отложить в сторону паяльник и уже включить клеевой пистолет. Убрать подставку под горячее. И из вот этих заготовочек делаем лепесток при помощи зажигалки и пинцета. Вот такие вот заготовочки я использую для создания такого пышного бантика. Значит, что мы делаем? Берем в левую руку наш лепесток нарезанный и опыляем его по срезанному краю. Опыляем и растягиваем, делаем волнистый край кучерявый.
с одной стороны, переворачиваем и также поступаем с другой стороны по линии среза. Далее мы складываем этот лепесточек пополам, совмещаем два острых кончика. Совместили, подплавляем и склеиваем между собой. Если вы боитесь обжечься, можно использовать пинцет. Убедились, что хорошо держится, и вот заготовка готова. Итак, когда а, лепестки у нас готовы, вот у меня здесь с запасом даже я сделала, да, около 50 штук здесь у меня лепесточков таких. И теперь я могу приступить к сборке нашего пышного бантика. Для этого мне понадобится две окружности, побольше и поменьше. Для основы своей заколки я иногда беру канву для вышивки белого цвета. Она хорошо держит форму, но не дает толщины, да, она тоненькая. Вырезаю кружок. Диаметр окружности 5,5 сантиметров. И окружность поменьше я использую для этого фетр. Это будет изнанка заколочки, да, вот она. Вторая окружность 4,5 сантиметра, на 1 сантиметр меньше. Как будем располагать лепесточки? Несколько рядов у нас будет в нашем бантике. Первый ряд занял у меня 12, первый ряд занимает 12 лепесточков. Чтобы склеить их ровненько, я сначала клею крестом, да, сначала один вот таким вот образом, и затем заполняю пространство, все остальное. Диаметр готового бантика довольно-таки большой, 11,5 сантиметров. То есть такие очень будут нарядно смотреться в прическе у первоклассницы. Наношу капельку клея на краешек лепесточка и приклеиваю на кружок. Теперь противоположная сторона. Продолжаем подклеивать лепесточки. Можно немного внахлёст.
Следите, чтобы этот кружок был ровным. Потому что некоторые лепесточки получаются, если покороче, то имейте это в виду, да, нужно это. Какой-то придется подклеить, может быть, поближе к центру, какой-то подальше, но чтобы у нас сохранялся правильный круг. Далее клеим второй ряд. Немного поближе располагаем к центру лепесточки. В общем, этими лепестками мы должны заполнить весь бантик от края к центру.
Вот что у нас получается. Продолжаем заполнять по кругу свободное пространство бантика. Вот изнанка нашего бантика. И снизу еще подклеим один слой лепестков, чтобы подклеить нашу, сделать изнанку, и будем клеить уже нашу фетровый кружочек, да, на который будем устанавливать заколочку. Чуть поближе клеим к центру, естественно, чтобы бантик был более пышный.
Так, готово. И возьмем теперь нашу заколочку. Длина зажима для волос 5,5 сантиметров, 6, ну, около 6 сантиметров, так скажем. И мы берем фетровый кружок и складываем его напополам. Делаем маленькие-маленькие 2 надреза, чтобы спинку заколки продеть к нашему фетровому кружочку. Наносим клей на спинку, несколько капелек. И на серединку бантика клей нанесу на внутреннюю сторону круга. Прижимаем крепление к бантику. Мне больше нравятся заколочки, потому что, по моему мнению, на прическу легче их установить, нежели там на резинках, да? Хотя можно также было вместо зажима для волос установить здесь резиночку и украсить хвостики, например. Ну и далее у меня есть кружевные элементы, которыми я украшу этот бантик в серединке, да? Кружевные элементы и полубусины. Это все по желанию, да, вы сами можете украсить так, или более того оставить бантик такой, как есть. И кружевные элементы бывают разные, вот так вот метражом, мелкие цветочки, вот такие вот ромашки на тесьме. Есть вот такие, заказываются, да, выбиваются на ткани. Цветочки тоже можно украшать. То есть вы можете сделать свое украшение индивидуальным, да? Различные вот такие вот патчи можно заказывать. Но захотелось добавить чего-то ажурного, поэтому я украшу свой бантик вот такими вот цветочками. Буду подклеивать на серединку некоторых лепестков. Не на все, а выборочно. Маленькую капельку клея на серединку лепестка. Где-то примерно 8 штук мне понадобилось, чтобы украсить первый бантик.
приклеим полубусины в центр цветочка. Эти полубусины серебристые, да, дадут нам блеск, нарядность. В общем, мне понравилось. Можно и вовсе не украшать бантик, или украсить его по-другому. Так, ну что, друзья, моя работа подходит к концу. Вот такие два объемных банта на 1 сентября, цвета бантика, да, вот такие вот с цветочками у нас с вами получились. Надеюсь, у вас получились они тоже. Всем желаю приятного творчества. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои видеоуроки. Будем дружить. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.